Уже больше 100 лет идет эта война. Все началось с убийства эрцгерцога Франца Фердинанда и не заканчивается до сих пор. Полувековая окопная война перешла в фортификационную. Все страны в конечном итоге поделились на два лагеря – Империя и Крюкс. Кто победит, уже не так важно, ведь счастливого конца все равно не будет. За столетия войны почти вся планета стала малопригодной для жизни. Оставшиеся животные и растения изменились и приспособились. Лишь человек ни капли не изменился. И теперь сидим мы здесь, как тараканы в железобетонных коробках, постоянно обмениваясь друг с другами стальными болванками. Неужели это конец? Так что там говорят о погоде? Будет несколько резких скачков температуры, 20 градусов до 8. Ветер сильный, до 18 метров в секунду. Концентрация токсина в воздухе 32%. А также через 2 дня обещали начало кислотных дождей, которые продлятся около месяца. Почти целый месяц? Это плохо. Какова концентрация кислоты? Около 13%. Понятно. Будешь спорить на количество новобранцев? Конечно. Спрашиваешь еще? Спорим, что их прибудет 20. Нет, спорим, что их прибудет 30. На полпачки сигарет? На пол пачки сигарет. Мне, кстати, сегодня от родителей пришла небольшая посылочка с ништячками. Предлагают нам сегодня после этой вахты ее распотрошить. Угощаешь? Конечно. От души. Да не за что. Говорит старый охотник. Кошка лишилась когтей. Повторяю, кошка лишилась когтей. Как слышно? Вас понял, старый охотник. Ожидайте гостей. Вас понял, конец связи. Слушаю. Прибыл дирижабль штурмовой бригады. Он должен был прилететь еще утром. Командира штурмовой бригады ко мне и побыстрее. Он уже идет к вам. Штурмовая бригада в количестве 50 человек прибыла в ваше распоряжение. Почему так долго? Пауль Боймер? Генри? А я и думал, тут голос знакомый. Здорово, брат. А теперь перейдем к делу. Почему вы так задержались? Я запросил дирижабль еще с утра. Ваш форт Феникс почти полностью окружен. Мы сделали изрядный крюк, виляя между вражескими крепостями, чтобы их радары не засекли нас. Значит так, вот план нашей операции. В соседнем с северной стороны форте Молот находится наш диверсант. Сегодня в 2 часа ночи он вырубит систему ПВО. Ваша боевая задача, как только это произойдет, захватить этот форт. Потом мы будем атаковать с тыловой с нашей стороны северо-восточный форт Жнец. Вы знаете, где в форте Молот находится тайник с чертежами соседних крепостей? Да, вот инструкция. Там все подробно написано. Времени шифровать канал связи нет, поэтому в инструкции также есть кодовые слова, которые вы произнесете, войдя в эфир. Выучите все и уничтожьте инструкцию до вылета. Нас всего 50 человек. После захвата форта вы сможете дать нам несколько десятков операторов? Я думаю, я смогу выдать вам нужное количество человек. Вопросы еще есть? Есть. Разрешите вам преподнести подарок. Подарок? Разрешаю. Вносите. Это трофей, который мы захватили в ходе нашего последнего штурма на французской части империи. 8-зарядная винтовка Лебеля образца 1886 года. А это ручной пулемет Шоша на 20 патронов. Ну что ж, благодарю. Я, кстати, слышал, что в скором времени все солдаты в фортах будут оснащены личным автоматическим оружием. Давно пора. Эпоха окопной войны закончилась еще лет 50 назад. А мы до сих пор с винтовками на штурм идем. В узких помещениях ими воевать очень неудобно.
Ты же знаешь, практиковать штурмы фортов десантом стали сравнительно недавно. А до этого времени и винтовки вполне годились. Хоть они и были своего рода рудиментом. Что-то еще? Никак нет. Тогда вы свободны. Готовьтесь к операции. Есть. Существует два основных способа захватить вражеский форт: через крышу или через его основание. Первый способ универсальный, потому что у большинства фортов на крыше есть посадочные площадки. Они нужны для разгрузки дирижаблей, но на случай их отсутствия на дирижаблях есть бомбы. Взорвав ими крышу, можно спокойно спускать по тросам штурмовиков. Вариант с основанием более сложен в исполнении, но дает свои преимущества. Чтобы попасть внутрь, можно пробить стену или главные ворота, если они есть. Сэр, вы задремали? До цели 1 минута. Все чисто. Заперто! Будем взрывать! Заклинило. Ах, ты запутано. Говорит кочевник. Птица вернулась в гнездо. Повторяю, птица вернулась в гнездо. Вас понял, кочевник. Птицу встретили достойно. Расскажите о путешествии. Путешествие было хорошим, потеряло всего 19 перьев. Кладезь знаний не тронута, зерна мне не нужно. С нетерпением жду своих птенчиков. Вас понял. Конец связи. А вот она. Гордость имперского военпрома. Ушко, положившее начало войне унификации. Деструктор Омега. Ходят слухи, что император настолько толстый, что креслу, на котором он сидит, дали медаль за стойкость. Дядь Вась, расскажите что-нибудь еще. Что ж, слушайте. Дело было в Шотландии. Воюют два замка. Из одного вылетает ядро, на втором рушится стена. Из другого замка вылетает ядро, у первого отваливается башня. Так воюют они с неделю. Потом возникло затишье. Из первого замка кричат: «Эй, почему не стреляете?»
Не можем. Ядро-то у вас. Внимание всем операторам. Форт Молот захвачен. Нужно 30 добровольцев, что полетят туда на подмогу штурмовой бригаде. Тем, кто согласится после выхода из полуокружения, будет дано 3 дня выходных. Ого, такая щедрость. Интересно, в чем же здесь подвох? Ты забыл? Мы же учили чертежи молота наизусть. Там стоит чертов ядерный реактор. Эта ахиллесова пята стала причиной уничтожения многих фортов. А я все же пойду. Ядерный реактор находится глубоко. Снарядами его вряд ли достать. А лазерных установок у соседей нет. Значит, и бояться нечего. Я тогда тоже пойду. Но, парни, удачи вам. Да, всего хорошего. Чтобы живыми вернулись. Спасибо. Обязательно вернемся. Все будет хорошо. Не могут же беды длиться вечно. Отсек 25. Пушка Аластер. Нужен бетонобойный снаряд. Задержка взрывателя 2 секунды. Заряди снаряд. Закрой затвор. Отсек 31. Пушка Архонт. Нужен ящик бетонобойных снарядов. Заряди снаряд. Закрой затвор. Отсек 1. Пушка Омега. Нужен бетонобойный снаряд. Задержка взрывателя 3 секунды. Заряди снаряд.
западной стороны прожигает лазерный луч. Судя по виду, это луч Сириуса. Это происходит на втором этаже в третьем секторе. Нас только что атаковал западный форт «Рассвет». У противника есть лазерная установка. По скорости расплава бетона можно сделать вывод, что это луч Сириуса. Они целятся в наш ядерный реактор. Мы сможем некоторое время сдерживать луч, но это ненадолго. Отдайте приказ покинуть форт. Я запрещаю вам это делать. Покинув форт, вы сыграете этим на руку имперцам. Нам не дадут его занять во второй раз. Но это чистое самоубийство. Луч Сириуса наверняка находится глубоко внутри крепости. Из-за этого его почти невозможно достать. Если мы останемся, имперцы прожгут стены форта и взорвут наш ядерный реактор. Отставить! Совместными усилиями мы сможем уничтожить лазерную установку. Сконцентрируйте весь огонь на месте выхода луча. Вы поняли приказ? Так точно. Конец связи. Всем свободным операторам срочно занять все западные и северо-западные пушки, атаковать форт «Рассвет», сконцентрировать огонь по месту выхода лазерного луча. Откуда у «Рассвета» лазерные установки? Не было же. И откуда берут столько энергии? Неужто ядерный реактор поставили? Видимо, наши данные сильно устарели. Но форты обычно создаются под определенное вооружение. В очень редких случаях оснащение меняют. Видимо, это тот самый случай.